Вот такой вкусный суп со свежей капустой я сегодня сделал. Смотрите, как аппетитно все это выглядит. А если вы желаете узнать, как я сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все покажу сегодня. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, я решил сделать простой суп со свежей капустой. Это полезный суп, и тоже делается очень легко и обалденно вкусно получается. Если вы такого раньше не делали, я надеюсь, что вам подкину идею сделать то же самое, лишь наподобие такого, почему бы и нет. Чтобы время не терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. И так, практически то, что мне надо, здесь на столе все есть. Я взял 2 куриных кусочка, так немножко порежу. Так. И отправлю все это в кастрюлю. Вот здесь у меня кастрюля стоит. Так, включаю плитку мою. Накрываем, и пускай это у нас закипает. Как закипит, мы снимем пенку. А тем временем я возьму одну луковицу, сейчас порежем. Зажарки никакой делать не буду для этого супа, а просто все в свежем виде, как есть. Так. И в то же время я сейчас порежу нашу морковку. Я взял 2 маленькие, одну среднюю морковку, уже почистил, а тут в конце отрежу сейчас. И как мы пенку снимем с курицы, так мы сразу же морковку с луком добавим в кастрюлю. И тогда мы займемся чисткой картошки. Капусту я уже вытащил. И 1 томат добавим. Так. Пока у нас курица закипает, я сейчас приготовлю быстро гренки. Мы сделаем гренки тоже к этому супу. Я взял 2 слайса хлеба здесь. Мы сейчас порежем кубиками. Вот так. Все это пойдет сейчас в миску. Здесь у меня спрей масла. Сейчас спрей. Теперь мы сюда посыпем немножко итальянских трав. Как следует сейчас перемешаю. И все идет теперь на эту форму противень равномерно. И идет в духовку 180 градусов, минут 10-15. Смотрите по своей духовке сами. У всех духовки разные. Они должны быть румяного цвета, такие сухарики получится. В то же время у нас здесь пенка появилась. Сейчас мы эту снимем. Так, пенку мы сняли. Сюда мы кидаем 3 лавровых листа, я взял. Добавим перец, лук с морковкой. Подсолим. Немножко еще надо, еще подсолим. И пускай это немножко кипит потихонечку. А тем временем возьму 1 помидор. Сейчас тоже жопку отрежу. По крупному порежем и туда отправим же в суп. А мы займемся чисткой картошки. Так,
И пускай потихоньку это раскипит, варится. Итак, я здесь взял 4 картошки, сейчас порежем и отправим туда в кастрюлю вариться. Иногда щи или борщи, когда делаете, то вы всегда делаете зажарку, а в этом супе со свежей капустой зажарки не надо. Главное выбрать правильную капусту, которая даст хороший капустный вкус. Так, и теперь это мы отправляем в суп. Так. Итак, здесь я взял зелень, укроп с петрушкой. Сейчас мы порежем мелко, переставим пиалочку, и потом, когда суп вскипит, сварится, мы тогда добавим сверху супа. Он даст хороший такой свежий вкус. Если добавить сейчас, когда варится, то этот суп, укроп с петрушкой потеряет свои вкусовые качества. И теперь я возьму нашу капусту. Я взял такую капусту конусообразную. Сейчас немножко почистим. Листья снимем. И сразу вам говорю, если капуста более такая зеленая, чем белая, она более такая сладковатая и дает прекрасный вкусный вкус супу. Или также этот суп, капусту хорошо добавлять в салаты. А если у вас белая, то да, можно, если у вас такой капусты нет, можно белую тоже добавить, но мой совет всегда попытайтесь добавить такую зеленую капусту. Пользуйтесь тем, что у вас есть дома. Ну, конечно, зеленоватая капуста намного лучше пойдет в суп. Итак, суп у нас минут 5 покипит, и я добавлю капусту туда в суп. А в то же время я сейчас попробую на вкус, надо еще соли или нет. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот так. И пускай это минут 5 покипит, и тогда мы добавим нашу капусту туда. Итак, наша картошка здесь в супе сварилась, и пора добавить нашу капусту. И пускай она у нас покипит минут 10-15, потом выключаем газ. И выключаем плитку, я хотел сказать. Потому что я всегда на газе, а сегодня у меня на электрической плитке делаю. Вот так. И пускай теперь минут 10-15 кипит, и выключаем тогда газ. Итак, суп у меня постоял, сварился, постоял. Смотри, какая прелесть, как аппетитно все это выглядит. Теперь можно накрывать на стол. Как аппетитно все это выглядит. Вот так. Итак, супец получился отличный, и к этому я сделал мини-крутончики или сухарики. Честно говоря, запах вам просто не передать. Итак, сегодня с вами поделиться еще одной идеей, что приготовить на обед, на ужин в качестве супа. Это обалденно вкусный суп со свежей капустой. Самое главное, вы когда делаете этот суп, постарайтесь выбрать, чтобы у вас капуста была совсем свежая, зеленая. Она намного слаще, и она даст больше вкусовых качеств этому супу. Конечно, если у вас совсем свежей капусты нет, или зеленой такой, то, что я вам показал, можно белой капустой пользоваться. Тоже получается вкусный, но не настолько ароматный, как со свежей капустой.
На этой аппетитной ноте хотел с вами попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, приятного аппетита, мирного неба и пока-пока.